Здравствуйте, уважаемые товарищи! Мы продолжаем цикл наших передач о героическом эпосе кыргызского народа Манасе. В предыдущих передачах я вам рассказывал о том, что мною на основе варианта сказителя Сагынбаева Розбакова написан пятитомный роман «Манас» в роде на кыргызском языке. Затем я перевел свою книгу на русский язык. И оба этих варианта выставил для продажи на своем сайте epos-manas.com. Кто хочет, тот может приобрести мои произведения на указанном сайте. Ну а сейчас, с вашего позволения, я продолжу чтение своего романа. Когда Кокчо возвратился на Майдан, поняв, что он вышел победителем из поединка, кыргызы подняли радостный вой до небес. Разозленные этим, калмаки отправили на поединок рослого, смуглого богатыря Укурью на коне Тулгара. Громко крича, он выскочил на Майдан. Когда калмак приблизился, Кокчо выстрелил в него из ружья. Но пуля прошла мимо, и Укурия остался жив. После этого богатыри двух народов сражались до вечера на копьях, секирах и мечах. После наступления сумерек поединок был остановлен, и богатыри возвратились обратно в свои отряды. На следующий день утром от калмаков на бой вышел среднего роста смуглый, толстый богатырь Санамар на коне Корженбош. От кыргызов навстречу ему отправился рослый, широкоплечий, рыжий богатырь Мунар на коне Алкурон. Едва начался поединок, богатыри напали друг на друга копьями. От сильного удара кыргыза спесивый Санамар накренился на седле, а ноги его стали соскальзывать со стремян. Насмерть перепуганный калмак бросился обратно к своим. Мунар начал гнаться за ним. Оглянувшись назад, Санамар увидел, что кыргыз его догоняет. «О, калмаки!» – заревел он от страха. «Не дайте меня на растерзание кыргызам! На помощь, калмаки! На помощь!» Сородичи бросились спасать Санамара и атаковали Мунара. Кыргызы во главе с Манасом поскакали навстречу калмакам, и начался яростный бой. Кому не суждено было погибнуть, того спас Бог. А тех, кто упал, полностью дал растоптать. Враги били друг друга по голове секирами и копьями, по туловищу рубили мечами и, смешавшись, начали кровавую резню. Были слышны грохот ружей, громкая дробь барабана, скрежет скрестившихся мечей. Толкаясь между собой, враги неистово проливали кровь друг друга. День превратился в ночь. Стоял неимоверный, оглушительный шум. На земле валялись упавшие кони с развивающимися хвостами и гривами. Хрипели в предсмертной агонии добрые молодцы с окровавленными бородами. Многочисленные воины, враждующих армий, вели яростный, кровопролитный бой, не щадя ни себя, ни врага. В ходе боя Манасу, сражавшегося в первых рядах, неожиданно приблизился рослый, могучего телосложения рыжий калмакский богатырь Киселик с 7 боевыми слонами. Один из животных подбежал к нему с громким ревом. Он намеревался схватить его хоботом и выдернуть из седла, а если Манас падет, полностью растоптать его. Богатырь не испугался спалина и ударом меча отрубил хобот слону. Раненое животное с громким ревом бросилось бежать обратно. Сидевший на нем погонщик попытался
Вернуть его обратно на поле боя стал бить по макушке свинцовым молотком. Слон никак не отреагировал на него, еще быстрее побежал. По ходу движения он сбил следующего за ним Киселика вместе с конем. Погонщик ударом копья Манас отправил на тот свет. Затем разозленный богатырь выхватил из ножен меч и разрубил остальных слонов надвое. Наводя страх на калмаков, Манас стал подряд кормить их. Не выдержав этого, громко крича, сердито бронясь, к нему подскочил Киселик. Не приближаясь к врагу, калмак ударил Манаса копьем. Кыргыз отбил удар и разрубил протянутое копье пополам. Это привело Киселика в неописуемый ужас, и он невероятно растерялся. Что это за человек? Испуганно подумал калмак. Вместо того, чтобы грохнуться на землю вместе с конем от такого сильного удара, как Манас смог удержаться в седле и разрубить мое копье? Нет, лучше бежать от этого дьявола и спасти свою жизнь. Трясясь от страха, калмак бросился обратно к своим войскам. Манас, как ветер, догнал его на большом гнедом коне и ударил в спину копьем. Киселик медленно стал оседать с седла и вмиг обмяк. Увидев это, к нему на помощь бросился рослый, могучего телосложения краснолицый богатырь Куронду. Грохоча, как весенний гром, калмак ударил Кыргыза копьем. Манас легко отбил удар и сам атаковал врага. Калмак также успел защититься. Рассерженный Куронду решил застрелить Манаса и вытащил из колчана стрелу. Но не успел он натянуть тетиву, как доблестный богатырь ударил калмака копьем прямо в рот. Оно выскочило сзади на шее Куронду, и он тут же спустил дух. Прикончив его, Манас снова погнался за Киселиком. Калмак, пригнув к гриве своего коня до ангара, стал удирать. Догнав его на куля, Манас ударил калмака копьем в спину. Киселик, наловчившись, схватил его за наконечник. Но, как он ни старался, Киселик не смог вырвать копье. Испугавшись, калмак убежал во внутренние ряды своих войск. Манас бросился за ним и не заметил, как оказался в глубоком тылу врага, в полном одиночестве. Воспользовавшись этим преимуществом, калмаки стали атаковать его секирами, мечами, обстреливать из ружей и луков. Отважный богатырь захотел сдаваться и стал отстреливаться из ружья Аккельте, оглашая все вокруг громким криком. Услышав его отчаянный голос, Бакай смертельно побледнел. Поняв, что Манас остался в опасности, он стал громить калмаков, как напавший на отару волк. Разбрасывая врагов направо-налево, очищая дорогу, Бакай добрался до богатыря. Из-за того, что Манас слишком близко подошел к знамени калмаков, они с Бакаем оказались в тяжелом положении. Знамя охранял многочисленный отборный отряд китайцев. Оказавшись в плотном кольце врагов, богатыри изо всех сил стали сражаться с ними. Но китайцев было слишком много, поэтому богатыри начали уставать и терять силы. Они потеряли надежду на спасение, так как кыргызские воины были слишком далеко от них. К счастью для них, Чубак, возглавляя 6000-ный отряд, прорвал ряды китайцев и подоспел на помощь. Следом за ним, ведя за собой 10 000 воинов, с громкими криком тишня китайцев и поднимая дым коромыслом, подоспел на подмогу богатырь Сыргак. Когда Манас с их помощью начал громить все и вся, китайцы и калмаки, не выдержав натиска, стали убегать в разные стороны. И тогда Киселик снова пришел в ужас.
Яростно хлестая коня, он опять стал удирать. Увидев это, тесть Кушоя, Мунар, снял с плеча ружье. «Подожди, подлец, зло», — подумал он, — «от меня не убежишь. Я вам покажу, как надо скопом нападать на Манаса». Прицелившись, Мунар произвел выстрел в сторону мчавшегося на коне Киселика. Пуля попала между глаз Калмака. Опрокинувшись на землю седла, Киселик испустил дух. Оставшись с поверженным флагом и без хана, калмаки, китайцы стали разбегаться в разные стороны. Кровавая битва, продолжавшаяся 6 дней и ночей, окончилась полной победой кыргызов. В этой ожесточенной схватке погибли 11 тысяч кыргызов. Калмаки потеряли убитыми 19 тысяч человек. Были ранены 30 тысяч. Оставшиеся воины были в нехти каком положении. Если не считать то обстоятельство, что они остались живы, то их состояние было не лучше, чем у раненых. Потеряв надежду спастись от кыргызов, калмаки бросились бежать в Оранник. Когда они достигли берегов бурной реки, протекавшей на окраине города, их встретили встревоженные горожане. «Дорогие вы наши», — стали умолять воинов они, — «сражайтесь храбро, защитите нас от кыргызов, не дайте им издеваться над нами». «Нет», — ответил рослый, смуглый Ашарсу, — «мы уже не в состоянии остановить. Большинство наших воинов погибли, а многие ранены. Я сам получил в голову ранение от кыргызов, поэтому у нас не осталось иного выбора, как бежать от них. В таком случае не оставляйте никого в живых, полностью истребите нас», — закричали горожане. «Не бросайте нас кыргызам и казахам. Негоже вам убегать, когда жив хан Алауке. Убейте нас или заберите вместе с собой». Напуганные, громко рыдающие жители Оранника стали хвататься за воинов, не давали им возможность продвинуться вперед. «Перестаньте реветь!» — зло закричал Ашарсу. «У нас нет времени пререкаться с вами. За нами гонятся кыргызы. Мы должны поскорее добраться до Анджиана, к Алауке, и подготовиться к битве с Манасом». «Нет, мы никуда вас не отпустим!» — закричали горожане и преградили дорогу войскам. «Воины!» — грозно заорал тогда Ашарсу. «Продолжайте путь. Если кто-то попытается остановить вас, беспощадно бейте их». Выполняя приказ, воины попытались пройти вперед, но горожане не сдвинулись с места. «Освободите дорогу!» — гневно выругались воины, и стали избивать горожан плетьми. Разозленные этим люди все, от мала до велика, мужчины и женщины, стали бить воинов, чем попало. Началась кровавая битва, и окрестности наполнились шумом, гамом, слезами и громкими криками. Вот, уважаемые товарищи, наше время подошло к концу. Я прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч.